Всем привет! Хочу начать это видео с огромной благодарности за положительные отзывы под прошлыми сериями. Столько позитива под роликом о довольно токсичной игре я не ожидал. Спасибо всем огромное. Но перейдем к третьему и последнему дню нашего триала. За ночь продалось немало лотов, но серебра накопилось чуть меньше 2 миллионов. На рынке висело лотов примерно на 500 000. Я довольно долго думал, как максимально эффективно заработать недостающие деньги в моей ситуации, и пришел к выводу, что оптимальный вариант – это упороться в перевозки. У меня осталось 3 звериных сердца со вчерашнего дня, выполнил контракт до Тетфорда на 7 сердец. Таким образом накопил 21 сердце лозы. Продал роскошь, снял фракцию, взял сердца и поехал в Тетфорд. По дороге убил несколько призраков. И, выкладывая на продажу эссенцию в Тетфорде, обнаружил, что 4 тира здесь продавалось ощутимо дороже, чем в Бриджвотче, но решил не переключаться на заморочки с эссенцией, а следовать плану. Берем фиолетовую фракцию. Из Тетфорда контракты на получение 7 сердец доступны в Люмхерст и в Бриджвотч. Я решил не экспериментировать со сменой маршрута и поехал за звериными сердцами. В первом рейсе собрал немного 4-3 шкур. Осталось смотаться еще 6 раз. Если все пойдет как я планирую, то это принесет мне 49 сердец. А это почти половина необходимой суммы. Во время 4-го рейса на гайке, ведущей в Раннел-Синг, встретился танк с Моргенштерном под фракцией Форт Стерлинг. Можно было попробовать подраться с ним, но это было слишком похоже на байт. На гайке из локации меня ждал его близнец. Если не байтиться на таких ребят, то при перевозках они вам ничего не сделают. В Асталате хорошее место занял ганкер под Бриджвотчем, с косой душ вроде бы. Вот он намного опаснее тех двоих вместе взятых. Скорее всего, его напарник в ПК увязался за мной. А на СЕ гайке меня ждал третий с арбалетами. Пришлось сделать небольшой крюк. И пройти в соседнюю локу у них под носом. Возвращаться решил другим маршрутом, поэтому в Stamprod Swamp вошел через СЕ гайку. И здесь также столкнулся с попыткой ганга. Но сумел уйти не без помощи фракционного аванпоста. Оставшиеся 2 рейса сделал без приключений. На этом мои дела в Тетфорде были закончены. Я продал собранную во время поездок пеньку, купил Т5 сумку, чтобы перевести сердца и шкуры в домашний город. По дороге в Bow Scale Fail снова зафармил пару паков призраков. Получил Т7 эссенцию. В Бриджвотче переработал цветные шкуры в кожу, используя очки крафта. После чего выставил все, что мне не понадобится в ближайшее время, на продажу, в том числе рунки и души низкого тира. И началась самая жесть с перевозками. Нужно сделать 16 рейсов до Тетфорда, чтобы железно заработать на премиум. 3 раза скатался без происшествий. На 4-й в Асталате встретился с типом, очень похожим на гангера. Он приехал со стороны СВ гайки, и я решил выезжать из локации через НЕ. В Road Scope Step он продолжил меня преследовать. Я решил как-то избавиться от погони на фракционном аванпосте. Но ничего не успел сделать. Плюс на помощь кровопуску подъехал чувак на вестниках. И я не успел и глазом моргнуть, как отправился в город.
Это рано или поздно должно было случиться, но шанс свалить от них был. Надо было просто двигаться по маршруту. Я снова оделся, на голову решил взять демонический кожаный шлем, а на ноги одеть сапоги освежевателя. До профилактики сделал еще несколько рейсов. К тому времени я уже давно перестал их считать, а маршрут поездок мог проходить с закрытыми глазами. Каких-либо серьезных проблем не возникало, и к началу профилактики мне осталось сделать 6 поездок. Заодно решил поменять сапоги обратно на ученого. После рестарта и полуторачасового отдыха сделал 4 рейса, и уже было понятно, что моя задумка удалась. Но трехдневный марафон меня порядком утомил, так что я еще часок отдохнул и сделал еще 2 рейса. Ничего особо интересного не происходило, так как я играл крайне осторожно. Двигался по диагонали, чтобы иметь максимальный обзор, периодически менял маршрут и делал паузы между поездками. Итак, у меня было 105 сердец лозы, одно звериное, 1 800 000 серебра и немного ресурсов. Нужно было все это превратить в серебро за ближайшие 13 часов. На рынке Бриджвотча скинул до минимума все зависшие лоты, выставил на продажу накрафченные и собранные ресурсы. Затем разделся и телепортом пропрыгал по всем городам, чтобы выяснить, где наиболее выгодно можно продать сердца. Оказалось, что в Корлеоне. Вернулся в Бриджвотч, оделся в перевозочный сет, но оказалось, что на быстрококте 100 с лишним сердец мне не увезти. Поэтому я решил рискнуть всем. В случае неудачи это будет эпичным завершением серии. Сажусь на Т4 лошадку и еду в Корлеон. В Дедвейн Гейли было 7-8 ПК. Я поехал до входа в подземку неочевидным путем. И спокойно провалился в следующую локу. Но был шанс нарваться на гангеров и в подземке. Однако мне повезло. Захожу на рынок и выставляю на продажу 105 сердец за 6 с копейками миллионов. Можно сказать, mission complete. Как можно все это подытожить? Это не самый быстрый и веселый способ заработать. И безусловно есть масса других. Но перевозки, мне кажутся, наиболее приемлемым для новичков. И если не пинать балду, один день из отведенных 3, то можно все это провернуть, не сильно напрягаясь. Ну а я конкретно задолбался за эти 3 дня, поэтому пару дней не заходил в Альбион, а когда заглянул на этот аккаунт, баланс был ровно на покупку месячного премиума. Плюс 5.1 сет, быстро коготь и непроданные лоты минимум на пару сотен тысяч. В общем, за 3 дня я сделал примерно такого же персонажа, с которым начинал предыдущее прохождение, как и задумывал. По поводу конкурса из прошлого видео. Я решил разыграть по 3 наряда 2 видов. Это наряд богача и наряд Йоля. К моменту выхода видео розыгрыш уже проведен, но запись розыгрыша и результат я выложу в ближайшее время. А среди тех, кто досмотрел это видео до конца, я разыграю 2 наряда санитара и 1 наряд нежити. Условия те же, что и в предыдущем видео. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии. Кстати, под прошлым видео их было довольно много. Буду стараться отвечать по мере возможности. Всем пока!